Сегодня я хочу поговорить о самой большой лжи в маркетинге — систем хранения данных. Когда вы открываете даташит на любую из HDM от стоимости $5000 до крутого железа за $500 000, вы видите одни и те же самые термины: IOPS, терабайты, поддержка ММЕ, уровни RAID. Смотрите на эти цифры и думаете, зачем мне переплачивать 10 раз больше, если цифры одинаковые? Но при создании проекта для корпорации мы ориентируемся не на скорость, мы ориентируемся на непроверенность. Потому что разница между доступностью 3 девятки и 6 девяток — это очень большая разница. При внедрении этого проекта потом, когда он будет уже внедрен, это будет означать, что пойдете ли в субботу вечером домой или будете бороться в преодолении задержек в биллинге банка, а ваше руководство будет читать улыбки. Сегодня мы разберем архитектуру выживания. Чем на самом деле отличаются системы начального, среднего и высокого уровня в 2026 году. Это мой личный опыт проектирования и эксплуатации СХД. Если я вам скинул эту ссылку, возможно, вы еще цепляетесь за знания, которые устарели на 10 лет. Начнем снизу. Что такое Entry-Level SHD сегодня? По сути, это сервер с корзиной дисков. Да, там два контроллера, но они работают в системе актив-пассив. То есть путь до вашего хоста всего один в реальном времени. И все задачи, которые решает ваш хост, это по дисковой системе, ложатся на один путь. У вас нет возможности распараллеления этих потоков. И вот тут реальность. Мы всегда опираемся в производительность одного контроллера. Кэш здесь статичен, увеличить его невозможно. Вот ваша лестница проблем, к которой вы столкнетесь. Уровень 1. Падение производительности. В RAID 5 или 6 при вылете одного диска у вас наступает резкая деградация производительности. Потому что контроллер начинает тратить огромные ресурсы на вычисление контроля четности. Даже если у вас RAID 10, все равно нагрузка на контроллер, на шины возрастает многократно. Потому что они тратятся на копирование на горячий диск данных. И то, что работало в нормальном режиме, в режиме аварии, у вас производительность продукта может резко просесть. Соответственно, у вас может стать бизнес. Уровень 2. Фактор времени или русская рулетка. Тут объем начинает играть против вас. В рейдах 5 или 6 при вылете диска, ребилд диска при объемах диска свыше 10 терабайт занимает сутки или более. И это напоминает русскую рулетку, потому что чем больше время ребилда диска, тем выше вероятность того, что вы поймаете невосстановимую ошибку чтения, либо вылет второго диска, и тогда ваш RAID-массив просто развалится. Это финал. Уровень 3. Отказ в обслуживании. Когда идет ремонт или ребилд диска, система остается без подстраховки. Любой программный глюк, паника прошивки, либо сбой в блоке питания на единственном живом контроллере, и вы получаете отказ в обслуживании, у вас бизнес-процесс встает. Чтобы дать больше живучести вашей системе, используйте RAID 10 как страховку. Единственный способ сократить время рулетки и падение производительности — это использовать зеркало. Это простое блочное копирование данных. Оно сокращает время копирования и переноса на горячий диск данных в разы, а нагрузка на процессор минимальна. В серьезном железе контроллеры — это узлы единого кластера. Когда данные прилетают на SHD, они мгновенно зеркалируются парами контроллеров. И подтверждение записи хосту улетает только когда оба контроллера подтвердили наличие данных. В чем реальная разница? В дешевых системах переключение контроллеров SHD приводит к тайм-ауту ввода-вывода.
Для некоторых продуктов это вечность. Это сбои в транзакциях. А сбои в транзакциях могут привести к каскадному сбою в всей системе IT. В high-end массиве, при выходе контрольного узла или даже целой дисковой полки, хост не видит скачка в задержках. Система продолжает выдавать 100% производительности за счет избыточности. Там вы платите за Zero Performance Impact. Если SHD при выходе крупного блока уходит в глубокую деградацию, это не решение корпоративного класса. Это просто дорогая игрушка. Мало иметь быстрые мозги, нужно иметь широкую пропускную способность. Бэкэнд на дешевых системах построен обычно на шинах SAS. В корпоративных high-end системах в 2026 году это только NVMe over Fabric. Почему это важно? При шторме ввода-вывода, в ребилде массива, шина SAS становится узким бутылочным горлышком. Архитектура высокого уровня позволяет добавить контрольные узлы и дополнительные пути. Это и есть правильное масштабирование системы, когда вы с увеличением емкости не снижаете производительность массива. Про современную защиту данных. В high-end системах мы уходим от классических рейдов на дисках к Erasure кодинг. Это когда SHD разбивает все пространство дисков на чанки. Ваш том буквально размазан по всем дискам системы. И потеря одного физического диска — это потеря всего лишь крохотной части данных, которая устанавливается всей мощью системы одновременно. Но помните, у Erasure Coding высокий штраф на запись. И для высоконагруженного Oracle вам подойдет только RAID 10 Mirroring. Без всяких надстроек, типа дедубликации, сжатия и так далее. Только в таком случае вы получите минимальные задержки в SHD. Когда вы идете защищать бюджет, спрашивайте о конкретике. Сколько будет стоить час деградации производительности или полной простой системы? Помните, никто не будет платить за проект больше, чем будет убыток от простоя или отказа системе. Насколько критичен этот проект для выживания бизнеса? Если это файловое хранилище для юристов, это одно. Если это же биллинг сотового оператора, это совершенно другое. Архитектура должна соответствовать задаче. И главное, выбирайте вендора не по личной симпатии, а у того, кто сможет предоставить вам сервис. Берите того, кто заметит вам неисправную деталь в течение 4 часов. Был у меня случай. Хороший вендор, мы с ним работали уже на многих проектах. Топовое железо, надежное. Но в городе заказчика у него нет сервиса. Единственное, что смог предложить вендор, это инженер на самолете прилетит к заказчику. А самолеты туда летают только раз в сутки. Это не вариант для корпоративного уровня. High-end архитектура нужна не для того, чтобы сбой был просто строчкой в логах, а не темой экстренного совещания. На сегодня все. Будьте профессиональными в своем деле.